От Матфея. Святое благовествование. Глава 10. «И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Не 2 ли малые птицы продаются за осарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего? У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц». Всю эту неделю я постоянно обращался мыслями к теме провидения. И вы не удивитесь этому, когда я расскажу вам историю, которая произошла на днях. В прошлую среду в Халаифаксе, в тот день, когда я должен был там проповедовать, случился большой снегопад. Уже были подготовлены места на 8000 человек, и с этой целью было воздвигнуто огромное деревянное сооружение. Я считал, что в такую ненастную погоду сюда могли прийти считанные люди, и готовил себя к нелегкой задаче обращаться к затерявшейся в обширном помещении горстке людей. Однако, когда я прибыл на место, там уже было 5-6 тысяч людей, собравшихся, чтобы послушать слово. И мне никогда не доводилось видеть аудитории, которая выглядела бы столь внушительно, как эта. Конечно же, здание было большим и непрочным, но тем не менее оно казалось вполне пригодным для данной цели. Мы собрались днем и прославили Бога, и затем еще вечером, и все это время, до самого того момента, когда мы разошлись, вернее, собрались расходиться по домам, нас хранило милосердное Божье провидение. Прямо передо мной находилась огромная галерея, которая выглядела исключительно надежной структурой, способной выдержать до 2000 человек. Днем она была заполнена и, казалось, стояла прочно, как скала. Также и вечером она ни разу не пошатнулась и не дрогнула. Но вот вам рука Божьего провидения. Вечером, когда почти все ушли и оставалось едва ли более 100 человек, оторвалась огромная балка, и часть настила галереи со страшным грохотом рухнула вниз. Несколько человек были задеты досками, но нас все же хранила милостивая рука Божья, и серьезно пострадали только 2, получив перелом ног, который, полагаю, будет вправлен, и до ампутации дело не дойдет. Итак, случись это чуть раньше, и здесь, несомненно, не только бы оказалось намного больше раненых, но, как говорится, 1000 шансов против 1, что вспыхнула бы паника, подобно той, о которой мы все еще помним, и последовало бы такое же, как тогда, горе. Если бы это произошло, и я бы оказался на тот момент злополучным проповедником, я уверен, что никогда больше не смог бы занять место за кафедрой. Для меня таким ударом была первая катастрофа, что удивляюсь, как я вообще выжил. Человеческий язык не может описать, что я тогда пережил. Но Господь, однако, нас милостиво сохранил. То, что на галерке было мало людей, предотвратило такую катастрофу, и этим мы избежали страшнейшей трагедии. Но отметим еще более чудное действие провидения. Спустя 3 часа после того, как мы ушли, все здание под чрезмерной тяжестью свалившегося на него снега и от сильных порывов ветра со страшным треском рухнуло, расщепляя на части огромные бревна, так что большая часть строительного материала пришла в полную негодность. Заметьте, если бы снег выпал на 3 часа раньше, здание бы обязательно рухнуло на нас, и трудно сказать, кому бы из нас удалось спастись. Снег шел весь день, сразу превращаясь в смесь воды и снега. Все это текло на нас через крышу, вызывая массу недовольства, и я уже был готов возроптать на то, что провидение к нам так немилосердно. Но если бы вместо оттепели был мороз, то вы легко можете себе представить, что все рухнуло бы несколькими часами раньше, и тогда ваш проповедник и большинство собравшихся, вероятно, были бы сейчас на том свете. Возможно, кое-кто здесь полностью отрицает провидение. Я не могу представить, чтобы кто-нибудь из участников тех событий стал это делать. Но я знаю одно, что если бы до этого дня
я не верил в учение о том, что все находится под контролем и мудрым попечительством Бога, в этот час я бы в него уверовал. Восславьте же со мною имя Божие и превознесите Господа, ибо милостив Он к нам и вечно помнит нас. Стоит нам посмотреть на мир в целом, как мы сразу же находим для себя такое очевидное доказательство существования Бога, что не можем с маломальским терпением и уважением относиться к человеку, который отрицает существование Бога. Мы считаем, что он намеренно закрывает глаза, потому что видим имя Божье так отчетливо написанным на лице творения, что у нас не хватает терпения к тем, кто осмеливается отрицать существование Творца. Также и в вопросе спасения. Мы все увидели такие бесспорные признаки действий Господа в собственном спасении, что вынуждены быть придирчивы и резкими с теми, кто проповедует учение, рассматривающее спасение вне Бога. И я полагаю, что сегодня утром мы будем вынуждены отнестись неодобрительно к человеку, который, увидев и услышав о происшествии, подобному тому, о котором я только что рассказал, не сможет увидеть в этом руку Божию. Мне кажется, что рука Божия в провидении так же ясно видна, как и в творении. И я уверен, что если я спасен вообще, то я спасен только Богом. Я в такой же мере убежден, что все происходящее с нами в каждодневной жизни несет на себе отчетливый отпечаток руки Яхве, нашего Бога. Мы обязаны, если мы истинно веруем в Бога и сторонимся всяческого атеизма, отдать Ему царский титул в 3 царствах. В царстве творения, в царстве благодати и царстве провидения. Однако именно в последнем, мне думается, мы особенно склонны его забывать. Мы можем легко усмотреть Бога в творении, если мы хоть сколько-нибудь просвещены и если спасены. Мы не можем не признать, что спасение только от Господа. Сам путь, которым мы получаем спасение, и труд благодати в наших сердцах всегда приводят нас к мысли, что Бог справедлив. Но провидение, такое изменчивое, а мне и вам так свойственно неправильно оценивать Бога и делать опрометчивые выводы касательно Его действий по отношению к нам, что, видимо, самым крепким оплотом нашего природного атеизма является сомнение в том, что в устройстве наших видимых дел за нами всегда стоит Бог. Я не смогу сегодня утром исследовать эту тему во всей ее глубине. Но после того, как потрясающе ощутил на себе его чудотворную силу, могу говорить об этом со всей искренностью. Наш текст говорит на следующие размышления. Прежде всего он говорит, что у нас и волосы на голове все сочтены. Отсюда я делаю вывод о точности провидения. Также, поскольку здесь говорится о верующих, что волосы на их головах все сочтены, я вижу доброе внимание и щедрую заботу, которую Бог проявляет к христианам. Исходя из текста, а также из причин, побудивших нашего Спасителя произнести эти слова, я делаю практический вывод о том, какой должна быть духовная расположенность людей, верующих в истину, что у них и волосы на голове все сочтены. Итак, наш текст прежде всего указывает на точность провидения. Каждый может усмотреть провидение Божие во всех великих событиях. Когда с вершины Альп срывается снежная лавина, то вы редко найдете хотя бы одного человека, отрицающего, что в этом не присутствует устрашающая рука Божия. Очень мало тех людей, которые не ощущают присутствия Божия в урагане или шторме. Большинство людей забывают, однако, что все то, во что они веруют относительно провидения в великом, включает в себя провидение и в малом. Потому что было бы нелогичным верить, что масса вещества подчиняется руке Божьей, в то время как ее атомы предоставлены воле случая. Это действительно вера, которая предоставлена сама себе. Мы должны во всем признать или волю случая, или волю Божью. Необходимо, чтобы
Он все подготовил и предназначил, иначе нам придется все передать необузданной игре счастливых и несчастливых случаев. Я считаю, что именно в малом нам не удается разглядеть Бога, и потому на это я обращаю сегодня утром ваше внимание. Именно на это. Я уверен, мой текст имеет в виду буквально то, что говорит. У вас же и волосы на голове все сочтены. Мудрость и знание Божие так велики, что Он знает даже количество волос на наших головах. Его провидение не сходит до мельчайших пылинок летнего ветра. Он исчисляет пляшущую под солнцем мошкару и плавающих в море рыб, в то время как под его контролем находятся великие светила небес. Он не гнушается воззреть на текущую из глаза слезу. Сейчас я хочу, чтобы вы обратили внимание на то, как незначительные обстоятельства повседневной жизни, выстроенные в единую цепь, ясно свидетельствуют о своем происхождении. Я обращусь к Писанию и покажу, как незначительные события были запланированы Богом с такой же достоверностью, как и их великие последствия. Когда Иосиф, отправленный братьями в Египет, спасает их от голода, мы все соглашаемся с его заявлением: «Бог послал меня сюда». Но рассмотрев каждое незначительное событие, через которое прокладывал себе путь этот великий итог, мы увидим Бога. Однажды братья Иосифа отправились спасти овец. Иаков хочет послать к ним кого-то. Почему он отправляет Иосифа? Он был его любимым сыном, он любил его больше всех своих сыновей. Почему же он отправляет Иосифа? Почему случилось так, что Иакову понадобилось именно в тот момент послать кого-нибудь? Однако ему понадобилось послать, и он послал Иосифа. Простая случайность, скажете вы, но совершенно необходимая, чтобы заложить основание будущего строения. Иосиф отправляется. Его братья в поисках пастбищ покидают Сихем и уходят в Дафан. Почему в Дафан? Разве не вся земля была перед ними? Тем не менее, туда идет и Иосиф. Он приходит в Дафан как раз в тот момент, когда братьев разжигают мысли о нем и о его снах, и они бросают его в ров. Когда они сели есть, мимо проходили измаильтяне. Почему они вообще здесь оказались? Почему проходили именно в это время? Почему шли в Египет? Почему им было не пойти какой-нибудь другой дорогой? И почему измаильтянам понадобилось покупать рабов? Разве они не торговали другими товарами? Однако Иосиф продан, но от него не избавляются по дороге в Египет, его привозят в страну. Почему его покупает именно Потифар? И почему Потифар должен был быть женатым? И опять же, почему его жена должна быть так одержима похотью? Почему Иосиф должен попасть в темницу? Как получилось, что хлебодар и виночерпий провинились пред своим господином? Все случайно, как считает мир, но все составляет необходимые звенья одной цепи. Они оба провинились перед своим хозяином и оба посажены в темницу. Как объяснить то, что им обоим видятся сны, и почему Иосифу дается возможность их истолковать? Почему виночерпий забывает о нем? Да потому что, если бы он вспомнил о нем, все было бы этим нарушено. Почему фараону снится сон? Неужели и сны даются по Божьему провидению? Однако фараон видит сон, виночерпий вспоминает об Иосифе, Иосифа выводят из темницы и приводят к фараону. Уберите хотя бы одно из этих мельчайших обстоятельств, сломайте хотя бы одно звено этой цепи, и весь замысел разлетится в прах. Машина не может работать, если в колесах отсутствует хотя бы один мельчайший зубец. Все приходит в неисправность. Я думаю, каждому, кто проанализирует не только эту, но и любую другую по своему усмотрению историю, станет ясно, что Бог присутствует во всех мелких, незначительных событиях и случайностях повседневной жизни,
точно так же, как Он присутствует в великих последствиях, которые попадают на страницы истории и звучат в словах наших песен. В каждой милости следует видеть Бога. Сейчас мы порассуждаем о точности провидения, о том, как оно всегда пунктуально. Провидение удивляет нас больше всего тогда, когда мы осознаем, с какой точностью во времени исполняет Бог все им намеченное. Вернемся к нашей истории. Как случилось, что измаильтяне проходили мимо именно в то время? Сколько тысяч шансов было бы за то, что их путешествие могло состояться раньше? Ведь оно не проходило с точностью прибывающего на станцию поезда, чтобы братья могли рассчитывать свои действия для того, чтобы успеть. Здесь не было ничего подобного, и тем не менее здесь присутствовал расчет. И устроить все лучше было бы просто невозможно. Вы знаете, что Рувим собрался через полчаса вытащить Иосифа из рва, но отрока не было. Бог вовремя послал измаильтян. Мы не знаем, то ли он поторопил их в путь, то ли задержал, чтобы в точно обозначенный момент привести их в данное место. Другим примером служит бедная женщина, сына которой воскресил Елисей. Во время голода она оставила свою землю и потеряла свое владение. Она захотела вернуть его назад. Бог решил, что она получит его. И как все было сделано? Царь посылает за Гиезием, слугой Елисея, и беседует с ним. Этот рассказывает ему о женщине, чей ребенок был воскрешен. И, о чудо, входит сама женщина. «Господин мой, это та самая женщина. Она приходит ходатайствовать по своему делу». Ее просьба удовлетворена только лишь потому, что в тот момент царь находился под впечатлением от рассказа о ней. Все дело случая, не так ли? Случая и только. Так говорят глупцы. Те же, кто читают Библию, те, у кого есть здравый рассудок, говорят, что при таком стечении обстоятельств действует нечто большее, чем случайность. Не может быть, чтобы это было простое совпадение. Как иногда говорят люди, здесь наверняка действует Бог, потому что предположить, что здесь нет Бога, труднее, чем признать, что Он здесь есть. И хотя некоторые люди могут сказать, что нужно сильно напрячь веру, чтобы допустить Бога, но неизмеримо больше нужно напрячь легковерие, чтобы исключить его из всех подобных случаев. Мне напоминается еще один пример из Нового Завета. Павел приходит в храм, и на него мгновенно набрасываются иудеи с намерением убить. Они вытаскивают апостола из храма, и тотчас за ним запираются двери. Они уже фактически убивают его, и жизнь бедного Павла висит на волоске. Когда до смерти остается не более 5 минут, появляется тысяченачальник и спасает его. Каким образом узнал об этом тысяченачальник? Вполне возможно, что какой-нибудь юноша из толпы, который знал Павла и любил его, побежал сообщить ему. Но как случилось, что тысяченачальник оказался дома в этот момент? Чем объяснить то, что он смог прибыть так срочно? Чем вообще объяснить то, что он прибыл? Убивали всего лишь какого-то еврея, которого никто не считал за человека. И как он смог прийти, когда улицы были заполнены народом, и Иерусалим был сплошной толпой? Как попал он на нужную улицу? Почему пришел в самый нужный момент? Скажете, случайность? Вы смешны. Это провидение Божье. Каждому мыслящему человеку в этом мире очевидно, что Бог властвует над всякой плотью и вершит все наши дела. Как видите, то, что юноша побежал и прибежал вовремя, и вовремя прибыл тысяченачальник, лишь доказывает точность божественного провидения. И если то, что вы назначили на 11, по Божьему плану должно произойти в 12, то оно произойдет не раньше 12. И если он захочет оттянуть это до часу,
напрасно будете вы предполагать более поздние или более ранние сроки. Точность Божьего провидения всегда непогрешима и зачастую очень очевидна. Не только доказательный расчет времени указывает нам на точность провидения, но также и использование мельчайших деталей. Воробей изменил историю империи. Вы помните древнюю историю о том, как Магомед убегал от преследователей? Он прячется в ущелье, и у входа чирикает воробей, который улетает, вспугнутый преследователями. «О, — говорят преследователи, — Магомета здесь не может быть, иначе птица улетела бы давным-давно». Жизнь самозванца была спасена воробьем. Мы, возможно, думаем, что когда пенится море, то это Бог приводит в движение Левиафана и направляет его пути. Но вспомните, пожалуйста, что движение малька в его маленькой заводе точно так же в руке провидения, как и движение огромного морского змея. Вы видите, как птицы собираются осенью, готовясь к перелету через синее море. Они беспорядочно в странном смятении носятся по небу. Верующий в провидение считает, что на крыле каждой птицы запечатлено место, куда она полетит. И в полете она никогда не будет подчиняться прихотям необузданной воли, а даже на миллионную долю дюйма не отклонится от предназначенного ей маршрута. Она может кружиться, взмывать вверх, бросаться вниз, лететь на восток, на запад, на север, на юг, куда ей вздумается, но тем не менее все это находится в предопределяющей руке Божьей. И хотя мы не видим этого, но вполне возможно, что если бы какая-то ласточка сбилась с курса, то этим она затронула бы нечто чуть-чуть более значимое, а то, в свою очередь, повлияло бы на нечто еще более значимое, и так далее, пока из мелочи не выросло бы важное событие. Благословен человек, видящий Бога в малом. Его там увидеть труднее всего, но тот, кто верит, что Он там присутствует, может подняться до самого Бога провидения. Будьте уверены, когда мигрируют в море рыбы, у них есть капитан и лидер. То же самое и звезды, потому что тот, кто выводит на орбиты звезды и управляет движением планет, также управляет мухой, дает крылья летучей мыши и направляет плавники малька, и не пренебрегает мельчайшим из его тварей. Вы говорите, что в траектории Земли заложено предопределение, и верите, что по велению Божьему сияет солнце, но и в ползающей букашке, и в мерцающем во тьме светлячке сокрыто ровно столько же его предопределения. Ни в чем нет случайности, но во всем есть Бог. Все живет и движется в нем. В нем все берет свое начало, и ничто не могло бы жить и двигаться по-другому, потому что так предопределил Бог. Я слышу, кто-то говорит: «О, сэр, вы, кажется, фаталист». Нет, далеко нет. Между роком и провидением существует следующее различие. Рок слеп, но у провидения есть глаза. Рок слеп, в нем одна неизбежность. Он как стрела, выпущенная из лука, которая должна лететь вперед, но которая не имеет цели. Не так провидение. Провидение с глазами. Во всем есть план и цель, что должна быть достигнута. Все действует и содействует ко благу. Все совершается не потому, что просто должно совершиться, но потому, что для этого есть определенная причина. Все существует не только потому, что должно существовать, но потому, что это существование оправдано. Бог не бездумно планировал путь мировой истории. Он видел в перспективе величественную гармонию совершенства, когда прокладывал коридоры истории и воздвигал колонны событий в здании времени. Есть еще одно, о чем нам нужно вспомнить и что нас поразит, возможно, более, чем все до сих пор сказанное. Вездесущность провидения проявляется также в том, что даже мысли человека управляются рукой Божьей.
Мы обычно упускаем это из внимания, когда говорим о провидении. Но как много может зависеть от мысли? Зачастую одна мысль, возникшая в голове монарха, выливается для страны во множество кровавых битв. Иногда у праведника рождается мысль, которая служит средством спасения многих от ада и вознесения тысяч на небеса. Несомненно, всякая фантазия, всякая приходящая мысль, всякое понятие, которое рождается, чтобы тут же не умереть, находится под десницей Божией. И листая страницы истории, вы часто будете приходить в изумление, когда будете видеть, к каким большим последствиям приводит одно праздное слово. Будьте же уверены в том, что воля человека, мысль человека, желание человека, каждое намерение человека находится под непосредственным контролем Бога. Например, Иисусу Христу надлежит родиться в Вифлееме. Его мать живет в Назарете. Все определенно говорит за то, что он родится здесь. Но нет. Кесарю приходит в голову сумасбродная идея. Выходит повеление сделать перепись по всей земле, и он заставляет каждого идти в свой город. Какая в этом необходимость? Глупая идея Кесаря. Если бы у него был парламент, то все проголосовали бы против него. Они бы сказали, зачем заставлять всех людей расходиться по своим городам, чтобы их переписать? Перепишите их там, где они живут, это будет вполне достаточно. Нет, заявляет он, это моя воля, и никто не смеет перечить Кесарю. Некоторые считают Кесаря сумасшедшим. Но Бог знает, что он намерен совершить через Кесаря. Марии, которая была беременна, приходится предпринять тяжелую дорогу в Вифлеем, и там в яслях родился младенец. Если бы не этот каприз Кесаря, то мы бы не увидели исполнения пророчества, что Христу надлежит родиться в Вифлееме, и сама наша вера в Мессию была бы поколеблена. Так что даже воля человека, тирания, деспотизм тирана находится в руке Божией, и он, дабы исполнить свою волю, поворачивает волю человеческую в ту сторону, в которую считает нужным. Объединяя все сказанное в наших подпунктах в одно короткое утверждение, мы говорим, что нашим твердым убеждением является то, что дающий крылья ангелу направляет и воробья. Мы веруем, что тот, кто хранит величие своего престола среди великолепия небес, оберегает его также и в глубинах темного моря. Мы верим, что ни над нами, ни под нами, ни вокруг нас не существует ничего, что не отвечало бы решению его собственного совета и воли. И не будучи фаталистами, мы с высочайшей верой и твердостью придерживаемся учения, что Бог определил совершиться всему, что происходит, и что Он властвует над всем для Его собственной славы и блага. Так, что мы можем сказать вместе с Мартином Лютером: «Везде и всюду Его власть, и все творение свидетельствует о Его силе». Вторая истина говорит нам о благости Бога, проявляемой в Его заботе о своем народе. Читая наш текст, я подумал: ко мне проявлено больше заботы, чем я сам могу когда-нибудь проявить к себе. Вы все в определенной мере внимательны к себе, но кто из вас настолько внимателен, чтобы сосчитать на своей голове волосы? Но Бог не только защитит наши члены, но даже проследит за ростом волос. И как сильно это превосходит всякую заботу наших нежнейших друзей. Посмотрите на мать, как она заботлива. Едва ребенок кашлянет, она уже слышит. Малейшее недомогание не остается незамеченным. Она обеспокоенно следит за всеми его движениями, чтобы удостовериться, хорошо ли он ходит, здоровы ли его руки и ноги, и в совершенстве ли владеет он всеми своими способностями. Но ей никогда и в голову не приходило сосчитать у него на голове волосы, и отсутствие одного или двух не вызвало бы у нее большого беспокойства. Но наш Бог еще более внимателен к нам, чем мать к ребенку. Он так внимателен, что им сочтены волосы на нашей голове.
Как же спокойно нам под десницей Божьей! Однако, оставив в стороне цифры, давайте еще раз задумаемся над добротой, бережной заботой, которую проявляет Бог к своему народу во всем, что касается провидения. Меня часто поражает то, как Божие провидение хранит Его людей до самого момента их обращения. Сколько здесь тех, кто в этот час уже был бы в аду, если бы какое-то особое провидение не сохранило их в живых до времени их обращения. Я помню, как сказал об этом, находясь в одном обществе, и почти у каждого сидящего в комнате нашлась история о том, как он чудом остался в живых до того, как был обращен. Помню одного джентльмена, который до того, как стать замечательным христианином, очень увлекался охотой. Он рассказал мне, что незадолго до обращения он стрелял, и его ружье разорвалось на 4 части, и все они у самых его ног воткнулись вертикально в землю, уйдя на полфунта в глубину и образуя правильный квадрат, в то время как он был цел и невредим и лишь слегка испуган. Однажды я натолкнулся на интересную мысль в произведениях Хеврея. Он рассказывает: 2 человека весь день вместе охотились, и когда наступила ночь, уснули рядом. Один из них во сне заново переживал погоню, и, пробежав весь круг преследований, наконец настиг оленя и закричал в безудержном порыве: «Я убью его! Я убью его!» И тут же нащупал нож, который постоянно носил в кармане. Случайно проснувшись, его товарищ понимает, что происходит, и спрыгивает с кровати. Стоя в безопасном месте, он, к своему несказанному удивлению, видит при свете луны, как непомнящий себя охотник наносит несколько смертельных ударов ножом как раз по тому месту, где минуту назад находилось горло, а значит и жизнь его товарища. Я говорю об этом, чтобы доказать, что ничто не мешает нам стать убийцами других и даже себя в безумных порывах сна, как только одна ограждающая забота нашего Небесного Отца. Как замечательно Божье провидение по отношению к христианам, когда оно хранит их от искушений. Я часто замечаю, и думаю, вы можете подтвердить мои слова, что бывают моменты, когда, если бы случилось искушение, мы бы обязательно ему поддались, но искушение обходит нас. В другое время, когда искушение появляется, мы обладаем сверхъестественной силой, чтобы его побороть. Да, самый лучший христианин в мире расскажет вам, что его похоть все еще сохраняет такую силу, что временами, если бы ему представился объект, то он, несомненно, впал бы в совершение гнусного греха. Но нет объекта, или же нет возможности совершить этот грех. В другое же время, когда есть возможность, у нас нет желания к данному греху. Мы чувствуем отвращение и даже неспособность его совершить. Удивительно, но репутацию многих людей спасает провидение. Лучший из живущих людей знает, в какой огромной степени он обязан тем, что храним провидению и благодати Божьей. Как чудесно также уготавливает провидение наше место служения. Не могу не обратиться к своей личной истории, потому что, как бы там ни было, нам следует больше говорить о том, что мы знаем о себе, чем о других. То, что я сегодня нахожусь здесь, для меня всегда будет замечательным примером провидения. Я никогда, вероятно, не занимал бы этот зал и не был бы благословен проповедовать множеству людей, если бы не одно, как я тогда считал, досадное происшествие. Я бы сейчас учился в колледже, а не проповедовал бы здесь, если бы не возникло одно необычное обстоятельство. Я дал согласие на поступление в колледж, и куратор пришел увидеться со мной в доме нашего общего друга. Служанка провела меня в одну комнату, а его в другую. Он сидел и ждал меня там 2 часа, а я сидел и 2 часа ждал его. Наконец, потеряв терпение, он ушел, считая, что с ним обошлись скверно. Когда я уходил, мне на ум пришел текст: «А ты просишь себе великого? Не проси». Итак, я написал заявление, что решительно отказываюсь от учебы. Я был вполне счастлив среди своих земляков,
очень успешно проповедовал и не хотел уезжать в колледж. Я проработал уже 4 года. Но если говорить о людях, которые получили спасение за это время, они бы его не получили, по крайней мере, через мой труд, если бы замечательное провидение не изменило все настроение моих мыслей и не направило их в новое русло. У вас, я уверен, также были подобные странные случаи, когда вы решили что-то сделать, но так и не смогли, это оказалось невозможным. Бог свернул вас на другой путь и доказал, что провидение по-настоящему является распорядителем человеческих судеб. Какую доброту проявляет к некоторым из вас Бог в провидении, когда посылает вам насущий хлеб? Примечательно, что небольшая бедность заставляет человека верить в провидение, особенно если через него он получает помощь. Когда человеку приходится с трудом сводить концы с концами, и когда он видит, что манна падает каждый день, он начинает убеждаться, что есть провидение. Господин, который засеивает обширные поля, убирает пшеницу, засыпая ее в амбар, или получает постоянный доход, так хорошо преуспевает, что может обойтись без провидения. Он даже и не думает о нем. Прибыль за дома поступает, деньги надежно переведены в 3% ценные бумаги. Зачем ему провидение? Но бедняк, который работает день и зачастую оказывается в большой нужде, когда случайно получает от кого-то именно то, что ему нужно, восклицает: «О, я знаю, что есть провидение! Я не могу не верить в него! Не может быть, чтобы такое произошло случайно!» И в заключение, братья и сестры, если все обстоит именно так, если у нас и волосы на голове все сочтены, если провидение обеспечивает Божий народ всем необходимым для этой жизни, а также дает святость и предусматривает все с безграничной и непогрешимой мудростью, то какими должны мы быть людьми? Прежде всего, мы должны быть смелым народом. Чего нам бояться? Иной человек поднимает глаза, и если видит вспышку молнии, то содрогается от ее таинственной силы. Мы веруем, что ее путь предначертан. Мы можем стоять и спокойно на нее смотреть, хотя мы не станем самонадеянно подставляться ей, но все равно мы можем и в грозу полагаться на Бога. Мы в море. Люди дрожат от страха, потому что во всем видят случайность. Мы же, однако, в волнах усматриваем упорядоченность и слышим музыку в ветрах. Нам следует быть спокойными и умиротворенными. Для других людей и буря — страшная вещь. Мы же верим, что буря в руке Божьей. Зачем нам дрожать? Зачем трепетать? При всех мировых конвульсиях, во всех временных бедах и опасностях мы должны оставаться спокойными и сдержанными и смело смотреть вперед. По сравнению с человеком, который не верит в провидение, наша смелость должна очень походить на смелость опытного хирурга, который без содроганий совершает сложнейшую операцию, в то время как неграмотный крестьянин, никогда не видевший ничего столь поразительного, встревожен и испуган, и даже думает, что здесь действуют злые духи. Мы должны говорить: «Я знаю, что здесь Бог, и я его дитя, и все содействует к моему благу. Поэтому не устрашусь, даже если сдвинется земля и горы переместятся в середину моря». Особенно я адресую это робким людям. Среди вас есть те, кто всего пугается. О, если бы вы верили в то, что Бог управляет всем, вы бы не кричали от того, что нет дома мужа, когда гремит гром и сверкает молния, или потому что в комнате мышь, или в саду повалено большое дерево. Не обязательно считать, что ваш Шурин, который уехал в Австралию, потерпел кораблекрушение, потому что, когда он плыл, на море был шторм. Не нужно представлять, что ваш сын в армии обязательно погиб, потому что он оказался под Лакнау. Но если в этом есть необходимость, вы все равно должны, как верующий в Божье провидение, сказать, что все от Бога, и что ваш долг — отдать все в Его руки.
Тем, кто понес утрату, я могу сказать: если вы верите в провидение, вы можете скорбеть, но скорбь ваша не должна быть чрезмерной. Я помню прекрасную притчу, которую слышал на похоронах друга. Я вам рассказывал ее раньше, но повторю снова. Когда слезы по дорогому существу были особенно безутешны, пастор произнес следующие слова. Он сказал: «Представьте, что вы трудитесь у какого-то человека садовником. Это не ваш сад, но вам за ним ухаживать, и вы за это получаете плату. Вам стоило огромных трудов вырастить определенное количество роз. Вы их лелеяли, и вот они уже расцвели пышным цветом. Вы ими гордитесь. Однажды утром вы приходите в сад и обнаруживаете, что самая прекрасная роза сорвана. Вы разгневаны и идете к слугам, обвиняя их в том, что они сорвали розу. Они заявляют, что совершенно не причастны к этому. Затем один из них говорит: «Я видел, что здесь утром ходил хозяин. Я думаю, это он сорвал ее». Будет ли сердиться теперь садовник? Нет, он сразу же скажет: «Я счастлив, что моя роза оказалась такой прекрасной, что привлекла взор хозяина. Она принадлежит ему, и он взял ее. Он властен делать все, что считает нужным». То же самое скажем о ваших друзьях. Они угасают не по слепой случайности, и не нечаянные жертвы заполняют могилы. Люди умирают по воле Божьей. Вы утратили ребенка, но его взял Господь. У вас умер муж, вы похоронили жену, Господь взял их. Благодарите Его, что Он дал вам радость их любить и о них заботиться, когда они были здесь. И благодарите Его за то, что как Он сам дал, так Он сам и взял. Если бы это сделали другие, у вас была бы причина гневаться, но это совершил Господь. Можете ли вы в таком случае роптать? И, наконец, позвольте мне сказать, что, на мой взгляд, данное учение, если к нему относиться с полной верой, должно все время держать нас в спокойном состоянии духа. Мы больше всего нуждаемся в том, чтобы в нас все время поддерживали уравновешенность. Иногда мы испытываем ликование. Всегда, когда я настроен ликующе, я знаю, что меня ждет. Я знаю, что через несколько часов я буду в подавленном настроении. Если чаша весов резко взмывает вверх, то она обязательно должна снова опуститься. Самое благословенное состояние души — всегда быть уравновешенным. Если случается что-то хорошее, благодарите за это Бога, но не прикипайте к этому сердцем. Если нечто доброе уходит, благодарите Бога за то, что Он сам это забрал, и благословляйте Его имя. Сносите все. Тот, кто знает, что все происходит по Божьей воле, имеет большую опору для души. Он не будет колеблем всяким ветром, ибо крепко укоренен, и его не сдвинешь с места. Это брошенный в море якорь. В то время как другие относятся далеко в сторону, он спокойно проходит через глубокие воды. Постарайтесь, друзья, уверовать в это, и как результат этой веры сохраняйте тот неизменный покой и мир, который делает жизнь такой счастливой. Не бойтесь бед, которые могут прийти завтра. Они или не придут, или принесут с собой благо. Если вас сегодня одолевают беды, не усугубляйте их страхом перед завтрашним днем. Довольно для каждого дня своей заботы. О, я умоляю Бога, чтобы те из вас, кого тяготят заботы и волнения, могли бы освободиться от них через веру в провидение. И как только вы войдете в это спокойное состояние, которое порождает данное учение, вы будете уготовлены к тем более высоким формам общения и единства со Христом, для которых поглощающие нас беспокойства являются, если не полной преградой, то всегда наносят страшный вред. Ну а те, кто не боятся Бога, помните, камни на поле ополчаются против вас.
Небеса взывают к земле, и земля отвечает небесам о мщении вам за грехи ваши. Для вас нет ничего доброго, все восстает против вас. О, если бы Бог примирил вас с собою, и тогда бы вы были в мире со всем остальным. Ищите же прежде Царствие Божье и правды Его, и это все приложится к вам. Благослови вас в этом Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь.